Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня у нас простейшие набивания, самые простые, короткие, средние, длинные удары, первые дистанции. Смотрите, наслаждайтесь. Бывает, в бою сталкиваетесь, да, вот вы столкнулись, уперлись и все. И что делать? Что делать в этом случае, уже не знаете. Есть очень такие простые набивания, которые по первому кругу набиваются. То есть разбивается удар на 3 составляющие части, и вы пробуете каждую часть отбить. В данном случае, если вдруг есть такое столкновение, это не значит, что удар нельзя сделать. Вы можете отвести чуть-чуть тело, можете отвести тело здесь, и уже как продолжением движения тела стукнуть какой-то из линий. В данном случае, если мне нужно, то я могу любой удар сделать, что снизу, что сбоку. И все это делаю на месте. Ноги в данном случае как бы вам нужны только как опоры, которые вы постоянно подставляете. Поэтому первая дистанция, которую вы набиваете, она короткая, близкая. Чтобы проверить ее, выставите просто руку, чтобы у вас вот это вот расстояние было. Чтобы сымитировать, если что, навал на вашего соперника. И уже здесь короткими ударами его отбивать, чтобы аналогия у вас была уже от живого к мешку, чтобы вы понимали, где вы можете тянуть движение, как вы можете его наваливать, как его модернизировать, чтобы удар все равно был. Поэтому одну руку вы можете в буквальном смысле держать на мешке, чтобы понять вот этот вот механизм, где я раскручиваю, как я наваливаюсь на мешок. И в первую очередь, как я наклоняю тело, чтобы пользоваться уже всеми преимуществами движения. Поэтому у вас прямой удар, боковой и снизу, как направление. Понимаете? Здесь у вас все видоизменяется. Больше будет зависеть от расположения тела, чем вы будете вести удар, как вы его будете делать. Понимаете, если вы просто будете рукой давить, это не будет удар. Но если вы будете знать, как разгонять, как менять плечи, как подключать бедра и направления, которые идут от ног, сила ног, где вы выдавливаете, где подкручиваете. Поэтому здесь шагов не надо делать. Здесь вы просто можете даже топтаться где-то, чтобы выводить движение свое. Можно раз, поменял местоположение. Вот он как давит. Вспоминайте, как соперник на вас давил. Короткий удар. Как направление прямой, сбоку, снизу. Смотри, Валер. Вот здесь самая благая часть тебе досталась. Потому что у тебя движения, вот они, все разворотные. И чтобы правильно угадать, то есть это не перед собой уже соперник, а ты уже сбоку. Чтобы вот отсюда уже движение вести. И вот отсюда уже выбирать силу всех твоих разворотов, поворотов там и так далее, и так далее. И потихонечку ты можешь как бы уже, пользоваться разворотом плечей, чтобы уже выводить удар. Раз. Снизу подобрал. Раз. 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 Только успевай руки подставлять. Любой угол тебе нужен. Но без вот этих вот вещей его не сделать. Давай, Лева. Очень сильно у тебя. Очень сильно. Еще разок давай попробуй. О. Хорошо. Вот ты крутишь хорошо, молодец. О. О. Молодец, молодец. Дыши только. О, дыши. То есть движение вот делай, немножко на себя можешь отклонить спину. И вот этим движением вперед. Движение вперед просто сделай. Телом как навалило на руку.
Да. Теперь смотри, подними руку выше, до сюда. К себе ее прижми. Вот, и теперь как молотком ее сюда. Во, еще разок. Еще разок. Левую попробуй. Молодец. Втыкается? Молодец. Еще разок. Вот, теперь правой. Левая. Правая. Ну, попробуй раскачать телом. Телом раскачать. Потихонечку начинай переносить вес тела. Чувствуешь, что не хватает тебе? Чувствуешь? Да, поэтому вес тела переноси и уже дави, прям дави. Прям дави. Вот, дави прям. Момент, когда вот с мешком соприкасаешься, прям дави ногой. Во, еще разок. Во, молодец. Видишь, тебя куда выносит? На сторону. Хорошо. Смотрите, парни, средняя дистанция. То есть средняя боевая дистанция. Ну, чтобы вы понимали, как вот, ну, в бою бывает. То есть это то, когда у тебя прямая дистанция, то есть тебе не надо делать никаких шагов, ты достаешь руками. То есть просто, о, видно? Везде ты достаешь до него руками. Поэтому вот на этой дистанции чаще всего мальчишки дерутся. То есть если первая дистанция, да, где вы в основном боретесь там, то есть бывает за выгодное положение боретесь телом, да, переворачиваетесь, то есть подставляетесь где-то, наоборот ломаете, то есть сопернику мешаете ему бить, то на средней дистанции в основном дерутся. Поэтому вот ваша средняя дистанция, как на мешке определяется, вытяните руку и не ложитесь на мешок. Просто вот она, спокойная средняя ваша дистанция. На этой дистанции работают все удары, как правило. То есть прямой удар до выпрямления локтя. Единственный момент, еще раз повторю, в вашем случае, особенно парням, которые недавно мешки набивают, оставляйте градус, 10 градусов, чтобы у вас все равно рука где-то подгибалась, чтобы вы немного гасили инерцию, чтобы не размолотить руки. Боксеры, которые уже поопытнее, уже выходят на прямую руку, чтобы уже четко втыкалось. Как кинжалом вы протыкаете. И для этих ударов также работает тело, но немножко по-другому. Здесь вовлекается 100% ваш перенос веса тела. То есть вся масса у вас уже разгоняется с ноги на ногу. По-другому вы просто сильно не ударите. Поэтому здесь так же, как вот вы телом все делали, уже подключается мощное вращение. Это единственная ваша сила, которая поможет вам любой удар ударить. Что прямой удар, что боковой удар, что удар снизу. В любом случае вы будете крутить. Поэтому используйте для своей силы вот этот рычаг. У вас нету сейчас возможности отталкиваться и направлять что-то. Но зато есть возможность, перенося вес тела с ноги на ногу, то есть вперед-назад, мощно его раскручивать. Мощно. И на этой дистанции старайтесь уже, если вы держите, чуть-чуть подваливать. Вверх, вниз, снизу. Если надо там чуть-чуть подойти, подойдите. Потому что вам пристрелять надо движение. Нет смысла делать, если ты не достаешь удар снизу. Нет смысла здесь его лепить. Чуть-чуть подтяните. Чуть-чуть. И сопроводите его телом. Движение телом сопроводите. Итак, средний удар прямой, боковой, снизу. Распихиваешь один, подключаешься ко второму. Постоянно топчешься и постоянно переворачиваешься. Надо пониже, сбоку. Раз, догнал. Так, чтобы уже поинтереснее тебе было. Не просто какую-то одну модель долби. Раз запустил их, все поменялось. Прямой левый дай. Прямой левый. Теперь смотри, делаешь все правильно. Единственное, не бери его в себя. То есть сразу его вот здесь надо взорвать.
и движение вперед, прям толкни прям на него, что пусть она выпрямится. Не озвучивай никак его, просто сразу. Вот этот момент больше шлифуй, чтобы у тебя уже быстрый удар был. Откинь его и правой поймай. Откинул, правой поймал. Вот еще раз левый дай, чтобы мешок уже не трогать. И опять левый дай ему. Во. Не трогай мешок руками, ты его ударами должен останавливать. Заставь его вот ровно, чтобы он висел перед тобой. О, и навстречу бьешь, молодец. Опять левый, жестче левый. Правый, левый. Левый. Корпус левый дай на подсадочке. Раз. Молодец. И пробуй, чтобы тоже как бы не монотонно долбить, а уже как в бою у тебя будет. Андрей, вот смотри, все нормально. Ты красавчик, бьешь очень сильно. Ну, смотри, у тебя очень сильно проваливается. Начинаешь вытягиваться. Видишь, вот этот вот эффект. Ты наоборот должен сразу реагировать, сразу запускать. Не растягивай в себе движение. Потому что именно они удлиняют твой удар. Его наоборот надо укоротить. Сжать его надо. Ближе чуть-чуть. Вытяни руку. Видишь, еще сантиметр подходи. Подходи, подходи. Во. Вот. Другую вытяни. Во. Видишь? Пошел. Не, вытяни, положи левую, положи правую. Во, положи правую. Во. Вот отсюда. Пошел. Во. Ждешь его. Во. Пошел опять. Если что, смотри. Руку опять положи на мешок. О, все понятно? Все. Раз, два, три. Дозируй силу. Дозируй. Ну, потихоньку разгоняешь. Потихоньку. Вот, чувствуешь, надо чуть-чуть мешок натянуть. Натяни. Вот молодец. Вот дистанция твоя. Заднюю ногу чуть-чуть подтяни. Да, вот смотри, какой эффект. Когда ты сильно ногу вытягиваешь, стой. Ногу, когда вытягиваешь сильно, ты ее раз, и она у тебя все, она не пойдет вот сюда. Потому что она у тебя натянута уже. Поэтому ее надо подобрать, чтобы наоборот высвободить ее. Вот эта вот штука нужна при шаге, когда ты растягиваешь шагом. А вот эта штука, когда ты уже на ногах стоишь, тебе вращение надо. Поэтому напряжение с задней ноги надо снять. Во! И вращаешь его больше. Хорошо. Хорошо. Прямые. Во. Молодец. Теперь руки быстрее возвращай. Как будто ты обжигаешься. Бам-бам. На себя быстрее руки. Быстрее руки возвращай. Третий раунд, самый трудный раунд. Да, это то, с чего надо было начинать в первом раунде, да? Когда вам уже, по большому счету, дай бог дожить. Вот здесь нужны ноги. Сейчас, пока у вас тело уже измотано, но в памяти где-то у вас уже есть вот эти вот моменты, которые усиливают ваш удар. Средний и ближний. Вот теперь надо грамотно подойти и эти силы опять использовать. То есть их можно даже усилить. И передвижение вашего шага должно усилить уже и как вращение, так и, ну, скажем так, определенное сгибание на мешок. Делайте от короткой, от средней и от дальней дистанции. Дальняя дистанция – это когда вы шагаете один шаг, и вы уже на средней дистанции. Еще один шаг, и вы уже на короткой дистанции. Если сделать еще один шаг, это уже клинч, это уже борьба. Итак, первый шаг. Раз,
2, 3. То есть на одном как бы шаге сейчас не делайте, сразу потихонечку подходите, потому что две дистанции вам уже известны. Первый ваш удар, как правило, всегда делается прямой, потому что вы разгоняете здесь очень хорошо, сокращаете очень хорошо, как левый, так и правый. И все остальное вы уже подбираете под него. Понятно? То есть получается такая маленькая серия с подходом. Дальний, средний, ближний. Также вы можете и оттягиваться от мешка, отходя от него, начиная с коротких ударов, переходя на средние удары и выходя из, грубо говоря, из боя. Ну или в данном случае выходя из упражнения. Вот такие простые набивания помогают, очень серьезно помогают в бою. Поэтому используйте их, они очень простые, но очень-очень эффективные. Чтобы понять в целом, как удар идет, его надо понять в бою, как он идет. И как только вы понимаете, как он в бою идет, вы уже начинаете это переносить на снаряд, на мешок. То есть вы не просто бьете. Вы бьете уже с точки зрения осознания всех ваших движений, элементов, подходов, поворотов, там масса вещей. И в одном случае это так работает, в другом случае это будет по-другому работать. И когда вот начинают сочетаться уже защитные движения и ударные движения, они также все отбиваются. Поэтому смотрите, парни, все покажем. Добра, любви вам. До новых встреч.